В этом выпуске мы вам покажем модель в 72 масштабе от фирмы Dan Bells Models. DBLS 12 артикул у нее. Это Первая мировая война, 72 масштаб, автокар, Canadian Machine Gun Carrier. То есть такая получается колесница с пулеметами на базе грузовика. Как на Западе называются обычно такие вещи гантрак. Вот. Внутри инструкция, пакетик со смоляными деталями и вот такая вот наклеечка. Видим, наклеечка с белыми и не только белыми надписями. Начнем. Инструкция это листика 4. Деталей, как видим, немного. Ну и со всех сторон дальше показано, собственно, как эту тачанку собирать. Ну, здесь не очень сложно. Что касается деталей смолы. Ну их по большому-то счету не очень много. Скажем, совсем немного. Вот мы видим несколько литников. Вот. Что хочется отметить. К сожалению, на модели имеются литьевые дефекты, что, собственно, усложнит ее сборку. Ну вот в данном случае, видите, вот здесь вот прилив, то есть явно, явно был какой-то, ну, наверное, кусок формы вырван, и все это заполнилось смолой. Ну вот эта часть, да, это разрыв формы, место ее разрыва. Ну, оно как-то еще мы удалим его, не страшно. Вот. Самое неприятное, конечно, по бортам. То есть здесь идут, как видите, заклепочки. И вот как раз в районе заклепок идет шов от раскрытия силиконовой формы. То есть фактически разъемная форма лилась в разъемную форму. И вот в этих местах это место соединения вот этой формы. Вот. Соединение такое получилось некачественное. То есть если бы вот по краю борта он сделал литейщик, было бы проще. Но так придется это все как-то зашкуривать вместе с, скорее всего, вот с этими маленькими заклепочками. Ну и видим здесь вот пузырики. Вот, где-то там какие-то. Ну, в общем, к сожалению, дефекты литья имеют место быть. Вот, и придется больше времени гораздо потратить на устранение этих дефектов. Вот еще одна деталь, это кабина. Вот мы видим внутри точно такие же артефакты. Видите, какие приливы. Как-то это придется все, значит, зашкуривать. Пузыри наличествуют по поверхности. Точно так же вот, опять же, разрыв вот этой не пресс-формы, литьевой формы. 5 пузырик, то есть, собственно, здесь вот вообще какой-то кусок. Все это придется вышкуривать. Вот. В общем, это все, конечно, большой минус в том плане, что из-за некачественного литья, ну, здесь мы тоже видим пузырь. Придется все это устранять, и, ну, и детали гнутые. Ну, это под горячей водой все это выпрямится, но не сложно, не страшно. Но такие подуставшие формы, сразу видно, что литейщик ленился. Вот, и здесь придется точно так же вырезать. Но это нормально. Вырезать это таблой. Все это вышкуривать. Вот, и на это, ну, тоже видите пузыри, на это уйдет достаточное количество времени. Вот. Видимая часть это пулеметы, к сожалению, они, причем на них идут такие ребрышки, если всмотреться.
тоже есть определенные артефакты литья. Ну вот канистра, да, она тоже с пузырем, видите, в краю. Вот. Дефекты литья есть. Вообще к продукции фирмы Dan Bells у меня, честно говоря, такое отношение своеобразное. То есть, с одной стороны, да, они дают очень редкие модели, которые никто не выпускает. С другой стороны, печатают, то есть это все делается в 3D, печатается это все на не очень качественном принтере, от чего ступеньки от растишки практически на всех моделях присутствуют. Ушкуривать их то еще редкостное дело. Вот. А вот сейчас, видите, еще есть и, так сказать, такие значительные дефекты литья, при том, что деталей-то немного. Вот. Это, естественно, ну, как бы накладывает отпечаток на сборку, то есть ты уже удовольствие получаешь от нее гораздо меньше. Вот. У тебя уходит гораздо больше времени на литье. Вот тоже, видите, прилив вот здесь, вот, допустим. Какой-то, как будто клеем так маханули. Вот. То есть от вот этих стамесками, от работы стамеской, шкуркой, значит, шпаклевкой с помощью, так сказать, мата и такой-то матери, честно говоря, это все немного усложняет работу. Ну, также надо понимать, что некоторые вещи придется тут добавлять все равно по фотографиям, вот, потому что упрощены они. Ну и, соответственно, вот вместо того, чтобы тут все это шкурить и обтачивать, лучше бы, конечно, это время потратить на улучшение деталировки. Ну, а так, в целом, плюс вот этой вот модели заключается в том, что, в общем-то, она абсолютно безальтернативна на сегодняшний день, то есть это май 2020 года. Ну, машина знаковая, канадская армия использовалась достаточно серьезно в Первую мировую войну. Вот, и повоевала, много фотографий есть, то есть, соответственно, она будет интересно смотреться на полке. Чуть позже покажу, что у меня получилось после того, как я ее собрал. До новых встреч. Ну да, вот, а вот теперь, да, поторопился чуть-чуть, а вот теперь я покажу, что же у меня получилось в итоге из этой машинки. Ну что, друзья, вот что в итоге получилось. Такая модель. Немножко освещение попробую увеличить. Маловато освещения. К сожалению. Ну, в блоге у меня хорошие качественные фотки с нормальным освещением есть. Вот, соответственно, получается, я внутрянку вот этой перегородки переделал, полностью заменил пулеметы, те, что в наборе, просто в ведро. Это пулеметы от Звезды, сильно модифицированные, то есть, по сути, от Звезды остались стволы, а дальше уже ручки, значит, вот эти ящики я переделывал. Делал ручки, ну, значит, шланги, потом вешал вот эти вот, если вы видите, на патронные ящики ленты патронные спереди и у пулеметов, вот они сбоку свисают. Значит, отводку делал шлангов, вот видите, к канистрам охлаждающим.
Вот здесь тоже баки, ну, вот это все навесное заменено на самодельное. В кабине еще сделал гудок. Там за рулем, значит, не знаю, здесь будет видно, не будет, рычаги переключения передач вот там сбоку, педальки какие-то, по-моему, я делал. Ну вот, да, вот, кстати, так лучше освещается, лучше будет видно. Ну и всякие там ручечки, значит, и так далее. Фару я переделал. Фары есть стеклышко, и видите, внутри стеклышка лампочка такая на проводке. Вот. Вот этот задний ящик полностью самодельный, с обтяжкой, ну, с лентами со всеми, то есть вообще, ну, с нуля он сделан. Вот. Ну вот, я полностью распиливал его, рессоры ставил, по-моему, тут тоже. Вот. Декали, конечно, фуфлянские. Они рассыпаются, они очень некачественные. Вот. Да, вот ступеньки изготовил руками. И вообще вот всю вот эту раму, то есть видите, рама стоит на таких подкосах, как бы. Вот этого в наборе не было. То есть он был единой деталью. Вот это я делал вручную. Вот. Это я ручками делал тоже. Ну вот всякие эти скобки и так далее. Вот. В общем, если хотите из этого набора сделать что-то путное, надо, конечно, руки приложить. Да, держатели пулеметов переделывал, то есть там тоже в основном ручные детали, то есть на которые вот оно крепится. Вот. То есть, ну, так вот работы много было. Ну, вообще, конечно, да, изначально это такая большая заготовка. Да, фару тоже я вот центральную поменял, боковые не помню. Может быть, тоже менял на другие, уже надо смотреть фотографии, уже, честно говоря, забылось. Потому что с момента стройки прошло месяца два уже. Раскосы внутри вот эти вот упоры тоже поставил. Ну и так далее. Но вообще вот внутрянку всю надо сносить полностью и все переделать. По-хорошему надо и борта делать заново. Вот эту всю часть бортовую тоже надо делать заново, потому что она, ну, вообще никуда. Я какие-то, по-моему, детали какие-то менял, ставил даже там, ну, посмотрите по картинкам, в блоге будут какие-то вот эти накладки, по-моему, ставил дополнительно. То есть, ну, что-то такое делал, но, честно, уже тоже не совсем помню хорошо. Ну, вот такая вот миниатюрная моделька. Она на самом деле действительно небольшая. Вот для примера, чтобы вы понимали, штабной автомобиль Кросли, да, причем в 76-м масштабе. Вот он просто даже больше. Давайте этот поставлю спереди, чтобы вы тоже понимали. То есть, ну вот они такие, примерно в одном размере. Ну, Кросли не маленькая машина была штабная, но тем не менее, вот они примерно одинаковые. То есть на самом деле эта тачанка канадская, она маленькая. Ну вот Rolls-Royce, да, уже не автомобиль. Ну тоже даже побольше будет. Вот так глазами видно, что он подлиннее чуть-чуть. Да и в общем-то на видео видно тоже. Вот. То есть в принципе броневичок маленький такой, импровизированный грузовичок мини, вот, в котором было такое вот мощное вооружение. Ну, молодцы, канадцы придумали такую тачанку без рыбья и рак рыба, как говорится. Все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, задавайте вопросы. Ну, отвечу не оперативно, времени, честно говоря, но это крайне мало, лучше буду модели собирать. Благодарю за внимание, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.